Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем. Наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после меня. Еще один объект, который я тебе хотел сегодня показать. Об этом мало кто знает на просторах YouTube, знают только мои близкие люди. Даже не знает обычный фермер. Блин, ну у обычного фермера тоже много скелетов в шкафу, но пусть он об этом сам рассказывает. У обычного фермера все не так просто на самом деле. Вы знаете, что обычных фермеров в семье Рожнова должно было быть как минимум 2. И Игорек не должен был быть обычным фермером на самом деле. У него была мечта открыть сеть моек самообслуживания в Воронеже, я думаю, он рассказывал, да, об этом, да? Но ты же не знаешь, кто старший брат у Рожнова, да? Нет. Вот. Его старший брат принял постриг, он самый молодой монах в истории, и он служит в Казани, в храме, в монастыре. Роман Рожнов, Роман Алексеевич. Я не знаю, как его, по-моему, правильно в меру так, да, а то, что как бы Игорю пришлось вернуться в родную деревню Козловку, то есть возлагали надежды на старшего брата, а старший брат ушел в монахи. Так что как бы эту историю никто не знает, так что приоткроем немного завес тайны. Игорек едет с Доминикана, увидит, офигеет просто. Я сам это узнал только, когда мы с ним ездили в Волгоград, он вот раскрыл как бы историю семьи своей, да. Мы же сейчас находимся на фоне храма, единственного уцелевшего каменного храма в нашем Петровском районе. Церковь, храм был разрушен, как вы видите, мы сейчас делаем реконструкцию, то есть он был превращен сначала в амбар для хранения зерна, потом, соответственно, в клуб. Пристроено фойе, вставишь фотографии, я там, как выглядело первоначально здание, и мы сейчас с квадрокоптера опять же поднимемся, увидим, что мы сделали за последние 2 года. То есть в 2011 году назад был православной церкви отдан этот храм. 4 года назад, наверное, даже уже 5, работает у нас священник, прислали молодого священника. И как бы я не остался безучастным в этом, потому что если не мы, то кто, как я тебе ранее сказал, да, сделаем это. Сначала, как всегда, я наткнулся на нет, вот, потому что все посчитали, что я дурак, закопаю сейчас тут денег, надо было облить вокруг, забрать бетонный саркофаг, сделать армокаркас и как бы заключить в капсулу фундамент, да. Это была трудоемкая работа, понятно, что снаружи мы экскаватором воспользовались, а снутри мы всеми своими силами, работяги все мои, копали, и наемные работники, чтобы укрепить фундамент, чтобы дальше росла церковь. Вот сейчас, на котором месте мы с тобой стоим, тут была колокольня. Если видите, по синим, вот видишь, очертаниям, да, вот тут она была. На ее месте мы стоим, под нами есть фундамент. Мы когда раскапывали, нашли, естественно, этот фундамент. Колокольню снесли до основания, как по преданию сделали магазин. Соседний стоит, вот, из кирпича. Ну, а оставшись люди уже в советское время просто скидывали купола, соответственно, глумились над священными писаниями по преданию местных, то есть люди, которые это делали, просто не вернулись с Великой Отечественной войны, а те, кто там издевался, опять же, над всей этой религией, потому что в Советском Союзе, как я тебе сказал, не должно было быть никакой веры, там не касаемо это христианской, мусульманской и так далее, просто не должно было быть ее. Идеология была такая. Поэтому и превратили в здание в досуговый центр. Пошлите, пройдем. В Советском Союзе одна была вера.
Да. Пятилетку за 3 дня. За 3 дня, да. Вот, пошлите, пойдем сейчас в трапезную. Это мы вот буквально недавно залили тут пол. Вот так это выглядит. Пушкой мы это все сейчас отапливаем. Так, мы сейчас находимся в трапезной части. Мы тут недавно залили бетонное основание. Сейчас закупили материал для обустройства теплого пола. Делаем котельную недалеко. Закупили 2 котла, чтобы уже как бы после Нового года, ближе к Рождеству, вести службу. Проложим, зальем еще стяжку. Как бы вот территория пока такая будет для священника, где он будет служить. Вот историческая часть, ты видишь по отметкам старой кладки. Много нам пришлось рушить, восстанавливать, потому что все это было как бы реконструировано, засыпано мусором, поэтому много пришлось сносить и снова перекладывать. Отгородили эту часть от основной части, чтобы уменьшить теплопотери, утеплили потолок. Вот, пока что как бы вот так, на что денег хватило, соответственно, сюда и вложили. Вот, поэтому я всегда всем говорю, продажа семян, вы платите не за семена, вы вкладываете как бы в строящийся храм на самом деле. Мне эти деньги не нужны, это легкие деньги, они как легко пришли, с ними надо уметь так же легко и расстаться. Я тебе уже сказал, то есть как бы ролики будут, их быстро забудут, а человеки быстро забудут, а вот как бы здесь будет, это признано памятником архитектуры, оно останется навсегда, и именно твое имя будет всегда, и имя твоих детей будет ассоциироваться с этим храмом. Мы сейчас перешли вот в центральную часть, соответственно, тут, как ты понял, работа еще вагоны маленькая, телега, восстановили полностью южную стену, северную немного реконструировали, пролили армопояс по всему периметру, чтобы разгрузить фундамент, снизить нагрузку. Сейчас вот кладка вышла на отметку 7 метров. Вот в центральной части нам еще 4,5-5 придется поднять, и только поэтому пойдет барабан и купол. Да? Колонны новые, то есть старые выкопали, залили. Там будет алтарная часть. Мы, соответственно, свод уже смонтировали, закуплена такая же вот стропильная система часть. Я планирую все-таки после Нового года взяться за фронтон этой стороны и поставить еще одну крышу, чтобы чисто уже в следующем году заниматься полноценно центральной частью. Вот, так что работы еще много, но мы, тем не менее, ее делаем потихоньку. На что средств хватает, то и делаем. Как бы так. Ну, я в шоке, честно сказать. Необычно, да? Да. Получилось. Ну, все там полив, наутил, да, там технику, аммиак, там все, которое приносит прибыль, да? Да. Вот это ж это бесценно. Все. Это просто бесценно, это не имеет ценности, это на века, на самом деле. Так что поэтому, как только мы сделаем все, обязательно снова приглашу тебя в гости и уже снимем то, что получилось на... Мы придем на службу. Да, мы просто пока ленточку перережем, да, а там уже внутри отделаем как-нибудь росписи и все такое. Ну, ты же смотрел вот тот же канал «Агросфера», ребята там двое молодых, да, фермера тоже во 2-м поколении. Им там было проще, они с нуля поставили церковь, красиво подсветили, там у них на периоде, когда карантин тут начался, роспись была, да. Все-таки надо как-то и идти к духовному, да, не только материальные ценности важны, поэтому я думаю, что это правильный путь. Я вам скажу, я как раз рядом жил там, только вот откуда Василий, там 15 километров. И там 2 холдинга, получается. Это вот Василия, и второй холдинг, это, вот это знаменитая наша ряба. Вот смотря канал «Агросфера», да, я вспоминаю, вот это прошло уже там 20 лет, грубо возьмем, то наша ряба влаживает только в рентабельность своего хозяйства. Да, все. В себя, самих любимых. Да, больше никуда. А эти ребята, у них земли в 2 раза меньше, чем у них, и они влаживают именно в свое село, в свою инфраструктуру.
тоже там, да, они влаживают в свою фирму, как бы тоже Понятно, решение да, пошло, да. все. Ну и здесь не забывай. Не забывай, да. То есть надо параллельно Да. эти направления. Надо не забывать, откуда ты. Потому что они останутся, после них их дети там и будет Работать, да. Кто останется после холдинга? Другой холдинг. Да. и всё. Другой инвестор. Один инвестор Да. сменит другого инвестора. И чхать им на то население, Да. которое коренное здесь и которое здесь всю жизнь живет и будет жить. Так что все равно будущее за нами. В любом случае. Ну, я хочу пожать руку. Алексей. Спасибо, Это Эрнест. Спасибо, просто спасибо. Я в шоке. Ну, снимаешь. Спасибо. Спасибо. Рад, что тебе понравилось.